Итак, друзья, еще раз здравствуйте. И, как мы обещали, мы находимся в Днепропетровском государственном медицинском университете. И мы в гостях у Олега Борисовича Ниханевича, заведующего кафедрой физической реабилитации и балеологии. Здравствуйте. Добрый день. И, как мы и говорили, нам очень важно мнение эксперта по поводу женщин и работы женщин с отягощениями, с нагрузками, в общем, по всей работе в тренажерном зале. И тут же у нас назрел первый вопрос. Олег, как реагирует женский организм на систематические работы с отягощениями, на систематическую работу в тренажерном зале? Добрый день всем еще раз. Хотел бы сказать следующее, что традиционно силовые упражнения, они назначаются для увеличения силы, силовой выносливости, силовой мощности и так далее. И за этим вроде бы ничего не следует. Но я хотел бы обратить всех внимание, что силовые тренировки очень позитивно влияют на состояние соединительной ткани. Прежде всего, это связочный аппарат, это сухожильный аппарат, которые обеспечивают стабильность работы суставов, что очень немаловажно для женщин, особенно, скажем, 45+, которые очень часто жалуются на проблемы с суставами, связанные с гипермобильностью. Но самое важное, скажем так, направлением силовых упражнений, конечно же, является влияние на состав костной ткани. Силовые тренировки позитивно влияют на минеральный состав кости и увеличивают ее плотность. А именно эта проблема, снижение минеральной плотности, нарушение архитектоники, что в целом называется остеопороз, очень часто беспокоит женщин. И многие скажут, что это проблема старшего возраста, но я хочу сказать, что, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем достаточно много случаев остеопороза в молодом возрасте. В случае же установленного диагноза остеопороза, хочу обратить внимание, что без силовых тренировок применение фармакологических препаратов по эффективности может стремиться к нулю. Кроме того, силовые тренировки очень сильно адаптируют занимающиеся к выполнению бытовых нагрузок, то есть проявлению активности повседневной жизни. И это немаловажно. И речь не идет о каких-то поднятии грузах глобальных. Речь идет о обычных бытовых нагрузках, связанных с переносом тяжести из магазина, ношение, скажем, воды в баклажке и так далее. Ребенка, да, очень правильно. Так. Большое спасибо. Немножечко подытожим. Если я правильно понял, то есть в принципе систематическая работа с отягощениями укрепляет общее женское здоровье во всех его бытовых сферах, будь то предродовое состояние, правильно? Да. Послеродовое восстановление и бытовая жизнь, которая минимизирует риски бытовых травм, то есть и улучшает качество жизни. Конечно. Правильно я понимаю? Без регулярного поднятия тяжести в тренировочном процессе способность выполнять подобные нагрузки в быту постепенно снижается. И это повышает риски. Правильно? Конечно, риски повреждений, но и снижение качества жизни. Человек просто не может выполнить простой бытовой нагрузки. Здесь больше нечего дополнить. Итак, с общим влиянием систематических нагрузок мы разобрались, но не может же все быть так хорошо. Возможно, есть какие-то негативные моменты этой же самой систематической работы женщин с отягощениями. Да, действительно, длительное время к силовым нагрузкам относились очень с осторожностью. И прежде всего это было связано с тем, что при нерациональных занятиях, нерациональном построении тренировочного процесса, самостоятельных занятиях, без консультации с профессиональным тренером и врачом, силовые нагрузки могут приводить к повышению артериального давления. И, к сожалению, вот из-за этого, скажем так, они являются недооцененными по своему значению. И именно повышение артериального давления останавливало многих занимающихся не только в оздоровительном тренинге, но и в реабилитационном тренинге. Особые риски для повышения артериального давления имеют те упражнения, которые связаны с длительным натуживанием. Примером может быть изометрическая работа, например, при выполнении планок. И в этом аспекте есть определенные рекомендации с точки зрения медицины, как организовать правильно эти занятия для того, чтобы артериальное давление, скажем так, не повышалось. Но прежде всего нельзя задерживать дыхание. Очень часто допускается эта ошибка задерживания дыхания, особенно на вдохе, что приводит к повышению рефлекторного артериального давления. Плюс длительность удержания, она должна быть ограничена, особенно для людей, которые имеют уже какие-то склонности к повышенному артериальному давлению. Ну и тренирование должно быть функциональным, то есть постепенное увеличение длительности удержания. Эти все факторы будут ограничивать.
Что еще? Очень важным моментом здесь является неучет особенностей циклической функции женского организма во время построения тренировочного занятия. Есть фазы цикла, это овуляторная фаза, при которой, если в этот момент совпадает эта фаза с пиковыми, большими силовыми нагрузками, это может закончиться, к сожалению, даже трагически с развитием кровотечения. Если тренер этого не учитывает, к сожалению, риски могут быть высокими. То есть главное, чтобы женщина, как подопечный клиент, работала, имели постоянную обратную связь со своим тренером, будь то мужчина, будь то женщина, чтобы, если этот тренер, он учитывал особенности организма при построении тренировочного процесса, либо же сама женщина, будучи на определенном уровне, также учитывала особенности построения процесса или же консультировалась со специалистом, как будто врачом или же более опытным тренером для построения такого процесса во избежание этих всех негативных Однозначно. Я факторов. еще раз хочу подчеркнуть, что случаи осложнений во время занятий, они касаются в основном тех случаев, когда нерационально мы подходим к построению тренировочного процесса, когда нет своевременной консультации, когда нет рекомендаций по построению тренировочного режима. Если все это выполняется, то риск таких осложнений, он минимален. Спасибо. Переходим к третьему вопросу, который интересует, наверное, многих тренеров. До каких пор можно безопасно прогрессировать женщине с нагрузками силовыми в тренажерном зале? Или же, я бы, наверное, с медицинской точки зрения перефразировал этот вопрос, какие могут быть ограничения для нагрузок силовых, для силовой работы женщин, женского организма в тренажерном зале? Действительно, вопрос очень важен. И первое, конечно же, это уровень боли. Очень часто игнорируется боль во время занятий или принимается эта боль за так называемую крепатурную боль. Хотел бы обратить внимание, если у занимающейся возникает боль, особенно в области суставов, при выполнении силовых упражнений, необходимо обратиться к тренеру, который находится в тренажерном зале и ведет эту женщину. Потому что боль бывает разная, и если эта боль связана с повреждением, то, конечно же, необходимо выполнять и коррекции тренировочных нагрузок, и в случае необходимости даже возможно отменять нагрузки. Поэтому уровень боли и характер боли, он является ключевым. Что касается отдельных силовых нагрузок, то если есть суставные проблемы и они находятся в стадии обострения, то, конечно же, силовые нагрузки динамического характера, то есть с перемещением, с большими амплитудами, они будут ограничены. Для людей, которые страдают от артериальной гипертензии, то есть повышенного артериального давления, рекомендуется снижать те нагрузки, которые связаны с длительным статическим напряжением, вплоть до их отмены. В общем, друзья, как видите, с женским организмом принцип no pain, no gain не работает. В первую очередь no brain, без мозгов не будет результатов. То есть женщина – существо более ранимое, поэтому надо больше думать, больше советоваться и тренеру, и женщине вместе в тандеме. Кто-то один не может за это отвечать, поэтому только продуманная работа позволит безопасно повышать, прогрессировать и достигать больших результатов. Правильно? Совершенно верно. И назрел следующий вопрос, который касается как начинающих женщин, так и тренирующихся продвинутого уровня. Какие особенности, на которые обязательно стоит обратить внимание в начале тренировочного процесса, для тех, кто в начале пути, и для тех женщин, которые уже находятся в тренировочном процессе, в продвинутом уровне, возможно, это какие-то разные особенности, особенно, конечно, чаще вот для начинающих. На что больше обратить внимание с вашей медицинской точки зрения? Да, вопрос этот колоссально интересный. Уже длительное время в среде спортивной науки такие есть, скажем так, несогласия одних специалистов, такие диспуты определенные. Между тем, использовать ли в тренировочном процессе знания о особенностях цикличной функции женского организма. С точки зрения медицинского подхода, конечно же, относительно этого есть позитивные мнения. И ни для кого не секрет, что такой гормон женского организма, как прогестерон, который вырабатывается во второй фазе, во второй части цикла менструального у женщин, он является очень сильным анаболическим агентом. Почему бы не использовать этот факт для того, чтобы развивать силовые показатели? По данным тех исследований, которые на сегодняшний день есть, наиболее лучшие, наиболее активные показатели силовые и наиболее лучшей степени они развиваются именно
в первую неделю поствовуляторной фазы менструального цикла у женщин, с постепенным снижением до начала менструальной фазы. Неплохие показатели для развития силы могут быть и в постменструальной фазе, потому что эстроген также является в чем-то анаболическим компонентом, но меньше, конечно же, силы. С другой стороны, очень важно учитывать, что есть фазы цикла, которые являются противопоказанием для назначения силовых упражнений. Мы сегодня уже говорили об овуляторной фазе, когда возможен разрыв яичников и развитие кровотечения, но также и менструальная фаза. Не все женщины, особенно начинающие, хорошо переносят силовые нагрузки в этот период. Однако это не значит, что в этот период мы не должны давать никаких нагрузок. В этот период мы можем развивать поподробнее, да, в этот хорошие, очень хорошо доказано, что именно в этот период развиваются такие показатели, как качество гибкости. То есть мы можем давать упражнения на гибкость. Растяжки, пилатес, Совершенно больше, верно, да. То есть больше растяжек, больше стрейчинга в этот период. И качество скорости. То есть в этот период мы можем скоростные качества отрабатывать. Больше аэробных нагрузок можно давать? Или Аэробных, но невыносливость. Именно на скорость. Если речь идет о скоростных нагрузках. Типа спринта? Без усилия, без натужного. То есть если без усилия. И координация движений очень хорошо развивается именно в фазу менструации. То есть вот это те доказанные факты, которые на сегодняшний день существуют и для начинающих, для того, чтобы не нарушить привычный, так сказать, цикл процессов, очень важно его учитывать. Конечно, если женщина уже тренировалась и она уже для себя знает, когда ей лучше заниматься, то, безусловно, вмешиваться в этот процесс с точки зрения коррекции, но не больше. Большое спасибо, очень важная информация. И последний, наверное, самый животрепещущий для нас, как для тренеров этой индустрии, вопрос возник из некоего мифа. Большинство женщин, как показывает наша практика работы, боятся именно работы с отягощениями, думая, что вот они там слишком перекачаются. Они катастрофически, панически боятся перекачать какие-либо мышцы. И поэтому, наверное, приход новых, так сказать, участников этого движения в тренажерный зал ограничен. И отсюда вопрос, в принципе, то, о чем мы говорим, является ли количество скелетной мускулатуры для женщин, про мужчин мы уже говорили, прогностическим фактором здоровья вообще женского и для молодых, и для пожилых. Вот, на ваш взгляд, этот момент именно. Да. Я уже сегодня говорил о том, что силовой тренинг, он длительное время был недооценен. Это было связано с, скажем так, методически не совсем качественным подходом к организации процесса. Очень многие женщины, в том числе, боятся заниматься силовым тренингом, в том числе, чтобы не накачать мышцы. Некоторые услышали, что повышает артериальное давление, не приходят в тренировочный зал. Однако я хочу подчеркнуть, что как раз правильная организация тренировочного процесса, она будет залогом успеха. Последняя декада, она была просто насыщена информацией о том, о роли скелетных мышц в нашем организме, о том негативном влиянии недостатка скелетных мышц на те или иные функции органов и систем. Даже введено такое понятие, как саркопения, то есть уменьшение количества скелетной мускулатуры в организме. Это принципиально важно. На сегодняшний день саркопения как фактор риска прогрессии заболевания входит в такие, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, иммунодефицитные состояния. То есть падение скелетной массы для нас означает мускулатуры. Скелетной массы и мускулатуры, как мускулатура в общем, да. То есть если мы говорим об общем количестве скелетной массы. Для нас очень просто. Например, мы встречаем своего знакомого или знакомую, которую не видели 2-3 месяца, и мы видим, что она, например, похудела значительно за счет скелетной массы. О чем мы думаем? Как и в вопросе с мужчинами, что она приболела, либо села на новую диету, если это что-то у женщина. нее идет не так, да, то есть либо она имеет какое-то заболевание хроническое, серьезное, либо она села на диету. Но опять-таки мы обращаем внимание, что падение индекса массы тела меньше 17 единиц, это говорит о том, что это рисковые факторы. Перебор. Да, это очень большой перебор. Поэтому на сегодняшний день силовым тренировкам уделяется просто колоссальное значение. И они рекомендуются для всех оздоровительных программ и для большинства реабилитационных программ. Вот, наверное, так. Отлично. Друзья, как видите, не бойтесь, ничего страшного. Доктор подтверждает нашим догадкам после нашей 20-летней практики. То есть перекачаться не так уж и просто.
под руководством специалиста, под присмотром врача, опытного тренера. Огромных квадрицепсов или супер большой спины не будет, но пользу для общего здоровья, для вашего как женщины, как матери, как просто счастливого человека вы приобретете колоссальную. Правильно? Совершенно верно. Что и требовалось дальше, вы свои выводы можете сделать сами. А мы благодарим еще раз Олега Борисовича. Спасибо за то, что приглашаете. Вот. Очень интересная информация. Уверен, она для вас будет полезной и познавательной. Уверены, информация, которую предоставил Олег Борисович, была для вас интересной и полезной. Многие узнали что-то новое, некоторые остались при своем мнении, но, надеемся, не осталось равнодушных. Мы не пытались переубедить девушек и женщин, занимающихся аэробикой или йогой, бросить все и перебраться в тренажерку. А тех, кто уже тренируется в зале, мы ни в коем случае не отговариваем пробовать новые направления. Мы просто попытались обратить внимание женщин, тех, которые пока не дошли до тренировок, на это чудодейственное средство по уходу за телом. И главный для многих вопрос, что же лучше, тренажерный зал или... Тут как за столом, чем больше различных блюд, тем лучше, ибо каждому свое. Основное блюдо это, конечно же, тренажерный зал. Минимум 2 раза в неделю. В дополнение обязательно добавляйте пилатес или йога. И на десерт, конечно же, водные процедуры или танцы. Спасибо за ваше внимание. Будьте здоровы! И до новых встреч!